Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня вот такой интересный узорчик. Он уже давно гуляет по интернету. Я решила тоже его освоить и к нам в копилочку его присоединить, чтобы что-нибудь связать. У меня уже в голове есть идея, чтобы я хотела связать таким узором. А у вас? Обязательно напишите в комментариях, понравился вам узор и что бы вы таким узором связали. А пока смотрим. Набираем красивой слонимской вот такой синей пряжей колечки. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И в первую петлю столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. И в первую воздушную петельку столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Набираем петли. Узор равен вот такому одному колечку. Вот, поэтому я хочу показать вам просто узор 2, 3, 4, а потом с этого узора связать красивую модельку жилета. 1, 2, 3, 4. И имейте в виду, что нужно набрать первоначально 1, 2, 3, 4 столько колечек, чтобы равнялись первой, вернее, половинке жилета. Я буду вязать жилет из двух половинок. 1, 2, 4. Вот. Допустим, вы набрали столько колечек, сколько вы хотите длину жилета. Первоначальная 1, 2, пускай одно колечко и второе колечко, это у нас будет планочка. 1, 2, 3, 4, 5. И узор, да? Как мы начинаем вязать? Мы с вами делаем 2 воздушные петли подъема, это столбик. В центр колечка вяжем 1, 2, 3. 3 столбика с одним накидом, и 1 столбик у нас будет по центру. Вот так. Провязываем точно таким же образом весь первый ряд. 1, 2, 3 столбика в колечко, и между ними еще столбик с одним накидом. Такой будет первый ряд. Довязываем все наши столбики до конца. В первую петельку вяжем также столбик с одним накидом. 2 воздушные петли подъема, это у нас как столбик. Разворачиваем вязание и провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это, предположим, у нас будет планочка для жилета. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Здесь тоже у нас будет планочка. Пропускаем 1, 2, 4 столбика, и вот между столбик с накидом воздушная, так, без воздушной петли, и еще 1 столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. 4 внизу пропускаем, столбик с накидом и столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. 4 пропускаем и вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вяжем 8 столбиков в самом начале, в самом конце. 1, 2,
Вяжем в ту сторону и в обратную 4 столбика. Это у нас такая планочка будет. Провязали. Теперь вяжем основной узор. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида за арочку. 1, 2, 3. Теперь смотрите. Вот у нас 2 столбика. Не за первый, а за второй столбик. Вот так поворачиваем. И вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем. И за второй столбик тоже вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выравниваем вязание как вот так вот по вязанию, да? Вот. Объединяем в первый столбик, чтобы у нас колечко получилось. 1, 2, 3 воздушные петли за арочку, столбик без накида. 1, 2, 3. И опять вяжем вот наше колечко за столбик. Поворачиваем к себе. Столбик и вяжем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Это первый столбик. Разворачиваем. За второй столбик 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваем вязание по ходу. Вязание, как оно должно быть. В первый самый столбик присоединяемся. Соединительным столбиком вяжем 1, 2, 3 воздушные петли за арочку, столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И наши столбики вяжем туда и обратно. Провязали столбики с одним накидом, вяжем воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Оставим 2 воздушные петельки. И вот там, где у нас столбик без накида, вяжем столбик и еще один столбик. То есть это будущая наша основа для вот таких колечек. 1, 2, 3, 4. И столбик и столбик. 2 воздушные. 3, 4. И столбик 1, 2. То есть мы с вами с изнаночной стороны вяжем такую сетку, основу для наших колечек. В следующий раз у нас будет 1, 2, 3 колечка. Потом 1, 2 и в шахматном порядке 2 воздушные петли и заканчиваем вязание просто столбиками с одним накидом туда и обратно. Получается у меня вот такой следующий рядок. Основу сетку мы с вами провязали на изнаночной стороне. Поворачиваем на лицевую. Столбики первые провязали. И вяжем 2 воздушные петельки. Столбик без накида. 2 воздушные. Это в самом начале, в самом конце. А между будем 3 и 3. Обвязываем наш столбик. То есть здесь все вяжется абсолютно так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Абсолютно все точно так же. Разворачиваем и вяжем второй, обвязываем второй столбик. 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание
по кругу. В первый столбик присоединяем. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И смотрим наш первый ряд. То есть, как мы вязали, точно так же мы вяжем. 1, 2, 3. Обвязываем, у нас получается вот такой узор из колечек. И мы их чередуем в шахматном порядке. 2, 3 колечка, 2, 3. И получаем вот такой достаточно симпатичный узор. Можно, если прям дырочек много, да, можно взять и связать одно колечко 2, одно 2. Тоже как вариант. И будет такая вот интересная идея. Напишите, как вам такая идея. Я хочу таким узором связать жилет. Как вы считаете, красиво будет или нет? Обвязываем. 2, 3, 4, 5, 6. Мне кажется, узор достаточно интересный, не затертый. 1, 2, колечки смотрятся интересно. 3, 4, вяжутся просто. 5, 6. Разворачиваем вязание. В первый столбик соединительная петля, 3 воздушные петли, столбик без накида за воздушную арочку, 3 воздушные петли, обвязываем первый столбик, 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем вязание. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С соединительным столбиком в первый столбик без накида соединяем. 2 воздушные петельки провязываем. 2 воздушные петельки и столбики нашей планки. Ее можно связать любой. Почему у меня 8? Очень удобно набирать вязание колечками. А в колечке в одном 4 столбика. Вот. И для планки 8 столбиков достаточно удобно. Не широко, не узко. Вот. Обязательно первый столбик мы находим. И что самое главное в планке? Самое главное в планке это набирать не 3 воздушные петли, а 2. И тогда край будет более аккуратный. Вот такое интересное вязание. Скажите, как вам идея? Мне кажется, симпатично. Огромное спасибо. Если вы досмотрели ролик до конца, надеюсь, видео вам понравится. А для того, чтобы не пропускать видео, подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. И смотрим видео вместе со мной. Через день видео выходит. Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. В Одноклассниках, ВКонтакте всегда есть фото моих работ.